Всем доброго времени суток! Вы на канале Путеводитель Джек Таро. И сегодня у нас на повестке дня интересный расклад. Мы будем смотреть мысли мужчины, скучает ли он по вам, и самое главное, как вам перестать зависеть от его внимания и вернуть себе опору. Для кого подойдет данный расклад? Подойдет для тех, кто чувствует, что, допустим, вы смотрите очень часто расклады на своего бывшего мужчину, и вам постоянно важно узнать, что он о вас думает, думает ли он или уже вас забыл. То есть идет ситуация, когда вы не можете отпустить эту ситуацию, и вам крайне важно понять, что мужчина думает, вспоминает он или нет. Вы не можете прям от этого отвязаться. То есть крайне важны его мысли, крайне важно знать, думает или нет. И, в принципе, это подойдет для тех, кто в отношениях. Если вам очень важно знать, допустим, мнение партнера о вас, постоянно мониторить какие-то его мысли. Подойдет для тех, кто находится в расставании или на паузе. В принципе, для всех видов отношений, потому что здесь больше зависит от вас и от вашего внимания к его мыслям. Работаем мы сегодня на двух колодах, на двух инструментах. Первый вариант — колода Таро Венецианского цирка, вторая колода Таро Николетты Чиколи. Ваша задача — определиться с выбором, выбрать ту колоду, которая больше всего идет вам интуитивно, которая больше всего вас притягивает к себе, вот именно притягивает взгляд, притягивает, возможно, энергетически, если вы это чувствуете, если вы это ощущаете. Если вам не хватает времени, ставьте видео на паузу, определяйтесь. Ну а мы с вами начинаем. Итак, я приветствую всех, кто выбрал первый вариант Таро Венецианского цирка. Напоминаю, у нас расклад Таро на тему его мысли о вас, скучает ли он и, соответственно, как вам перестать зависеть от его внимания и вернуть вот себе внутреннюю такую опору. Я хочу начать с сигнификации, чтобы вы понимали, ваш это расклад или нет, но ваша задача сейчас настроиться на совместную работу. Закрыть глаза, возможно, расслабиться, если это возможно. Вспомнить вашего партнера, если вы не вместе, вспомнить какие-то моменты жизни, которые вас радовали, загадать свое имя, дату рождения вашего партнера. И давайте начинать. Я хочу посмотреть динамику ваших отношений сейчас, что сейчас происходит. Так вы определитесь, ваша эта ситуация или нет. Давайте смотреть динамику между вами. Десятка мечей. Ну, смотрите, здесь отношения либо подошли к концу, вы сейчас смотрите на бывшего мужчину, на бывшего партнера, возможно, у вас есть дети совместные, либо же здесь ситуация, когда мужчина то возвращается, то исчезает, потому что здесь у него есть какие-то хитрости, какие-то интриги от вас, которые он вам может не показывать, не раскрывать всю свою жизнь вот именно в полной мере. И, соответственно, вы находитесь в ожидании, ваши отношения постоянно обнуляются. Может быть, еще такой нюанс, что вы очень много раз пытались, знаете, как-то начать заново, как будто с нуля, но ничего не происходит вот именно дальше какого-то чекпоинта, какой-то точки. Ну, давайте посмотрим, что здесь за семерка мечей. Знаете, вот он может даже манипулировать своим уходом здесь, потому что он мог сейчас на самом деле уйти, но я не вижу, я даже не чувствую от карт, что отношения между вами закончены. Да, как будто бы здесь он ждет, что вы к нему еще придете, потому что это была манипуляция уходом. Динамика сейчас, вот именно в первом варианте вы здесь не вместе, у вас здесь идет расставание, и это была манипуляция уходом, чтобы вы, возможно, побежали за ним, мы сейчас это все посмотрим, да, почему это произошло, но он прям таки поставил точку, которая точкой на деле не является, это замаскированная под точку запятая, потому что он ждет ваших дальнейших действий. Ну-ка, что он ждет от вас? Ну вот смотрите, либо, да, здесь еще может быть любовный треугольник, да, то есть он ушел не просто в никуда, он ушел к кому-то, и сейчас он, вот он пытается усидеть на двух стульях, соответственно, и поэтому он ждет, что одна женщина станет как бы продолжением другой, то есть он на двух параллельных будет ехать, потому что, знаете, перебегая из стороны в сторону, потому что здесь, вот смотрите, либо здесь идут две женщины, либо здесь идет момент, что вы подождете, посидите в одиночестве, посидите без него, исправитесь, станете
станете более удобной, и он вернется, соответственно. Потому что здесь вот либо изменение своего морального состояния, своего поведения, да, вот из королевы жезлов в королеву мечей, либо, ну, банально, две женщины, может быть. Вы сейчас как себя ощущаете вот в контексте этих отношений? Вы послушали, разозлились, что ли? Давайте до прослушивания. Вы ощущаете в себе все силы уже откинуть его на второй или 10-й план, потому что вас это достало. Вот достала это постоянная ситуация, что у вас отношения то есть, то нет, то появляется, то исчезает, то он хочет отношений и может каким-то образом вас провоцировать на возобновление отношений, то он снова начинает уходить, снова начинает вот манкировать своим уходом. А с его стороны, вот он ждет, он считает, что ситуация полностью на его стороне, под его контролем, и он ждет, когда вы появитесь, потому что здесь вот опять-таки, я повторюсь уже, наверное, в который раз, это манипуляция уходом. То есть вот эта точка, которая сейчас есть, это не настоящее его желание. Если вы понимаете, что это ваш расклад, что это отыгрывается для вас, смотрим дальше. Если же нет, если динамика не ваша, переходим ко второму варианту. Ну, давайте смотреть. Почему вам сейчас так важно, думает он о вас или нет, либо что он о вас думает, да? Почему вот вы смотрите данный расклад? Знаете, это вот как способ поднятия самооценки. Вы не можете увидеть, что он к вам на самом деле чувствует, потому что здесь не потому, что его рядом нет. Вы понимаете, что даже когда он рядом, это постоянно вот какой-то уж на сковороде. И вам непонятно, то есть вот ваша психика не может найти точку опоры, а психика наша, она постоянно вот любит цепляться за какие-то якори, она любит уверенность, она любит стабильность. Этой стабильности нет. И тем самым просмотром данной темы вы пытаетесь создать себе якорь, создать себе опору, чтобы либо на что-то надеяться, да, здесь вот надежды тоже имеют место быть. Но и еще, чтобы дальше двигаться-то в этой ситуации, потому что ситуация для вас на самом деле психоэмоционально тяжелая. Для вашей психики эта ситуация тяжелая, если не сказать, что болезненная и травмирующая. И тем самым вы пытаетесь создать в себе почву под ногами, чтобы иметь возможность в этой ситуации как-то двигаться. И что вам это дает? Вот смотрите, вам это дает то, что вы в себе чувства эти распаляете. Возможно, дает надежду на отношения, потому что вы можете посмотреть не свой расклад, а там будет про любовь, про отношения. И у вас сразу надежда. Вы посмотрели грустный расклад, у вас какая-то грусть, печаль, тоска по ушедшим отношениям. То есть это, знаете, это как стимуляция собственных эмоций, но больше стимуляция надежды на отношения. Что надежда и то, что будет стабильность, то, что будет уверенность какая-то, что мужчина, он еще вас любит, он еще вернется, что у вас еще будет вот эта вот семья, либо крепкие отношения по 10 кубков. А что в реальности получаете? Бесконечное ожидание, бесконечное пребывание в мире грез и фантазий. То есть здесь прям-таки вы оторваны от реальности, которая сейчас имеется на сегодняшний день. Это мир иллюзий. Это мир того, что вы хотели бы услышать, возможно, хотели бы прочувствовать, но это не реальность. А что происходит в реальности? Тут, знаете, это такая игра в то, что жди меня вечность с его стороны по отношению к вам. Он будет дергать за ниточки, которые он изучил в вас, для того, чтобы вы с крючка не сорвались, да, то есть леску будет дергать, чтобы этот крючок, ну, если не входил вглубже, то хотя бы держал вас вот именно рядышком, когда ему это будет надо, когда ему
покажется или почувствуется, что вы сбегаете, потому что Паш Кубков здесь не про влюбленность. Он абсолютно здесь такой эгоистичный мальчик, который любит играть в жестокие игры. И здесь это игра на ваши ожидания, на ваше время. Ой, аж мурашки такие идут, не совсем приятные, потому что тяжелая ситуация на самом деле. Давайте посмотрим его мысли о вас, вот настоящие мысли. Вот смотрите, маски он мастерит, маски он примеряет, и, соответственно, здесь игра одного актера происходит. Он думает, какую маску очередного для очередного возвращения, либо для очередного маячения перед вами нацепить. Чтобы, вот, возможно, следующая маска будет маска жертвы, потому что здесь вот прям такая жертвенность, что он там был не в себе, возможно, да, он там не хотел, ты не так все поняла, да, вот это вот жертва. И здесь, смотрите, он и создатель этих масок, да, то есть он это вполне осознанно делает. И он этими масками манипулирует, он этими масками жонглирует, тогда, когда ему это надо. Его мысли о вас, какая очередная маска сработает, какую очередную маску опробовать. Как вам вернуть себе опору? Вот действовать и жить без оглядки на то, что она о вас думает и думает ли вообще. Как вернуть себе опору? Так, ну, здесь совет, что клин клином вышибает, влюбиться в нормального человека, но до того, как вот влюбиться в подходящего вам партнера, ну, либо хотя бы не такого манипулятора, вам нужно какое-то время побыть в одиночестве. То есть, во-первых, отключиться от мыслей о нем, выбросить его из головы, выбросить его из жизни. Это длительный процесс, это неоднократный процесс, это нормально, что вас будет качать какое-то время. Но как сам факт, как итог, уходить к другому человеку, искать другие отношения, искать новые отношения, потому что здесь вы не получите ничего, кроме вот этого постоянного ожидания, которое, по сути, он вам и устраивает. Вот такой расклад сегодня выходит для первого варианта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, отыгрался он для вас или не отыгрался, про вас эта история или нет, потому что ситуация на самом деле тяжелая вот для психики, кто смотрит первый вариант. Так что мне будет очень интересно узнать вашу обратную связь. Если вам нужна моя помощь, либо мои частные консультации, все ссылки на свои контакты я оставляю в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ну а мы переходим ко второму варианту. Я приветствую всех, кто выбрал второй вариант Таро Николетты Чиколи. Напоминаю, у нас расклад Таро на тему мысли мужчины о вас и, соответственно, самое главное, как вам перестать зависеть от его внимания и вернуть себе опору. Итак, первое, что мы будем сейчас смотреть, это сигнификацию, которая будет выглядеть срезом ваших отношений, динамики ваших отношений. Ваша задача загадать свое имя, дату рождения вашего партнера, настроиться на совместную работу. Ну а мы начинаем. Давайте смотреть. Динамика ваших отношений сейчас. Что сейчас происходит? Что сейчас между вами? Прекрасная иллюстрация, на самом деле, созависимости в этих отношениях. Почти здоровые отношения, если бы не одно «но». Вы не можете о них забыть. И под «вы» я подразумеваю вы, кто меня смотрит, и ваш партнер, оба. Да, здесь обоюдная ситуация. Все, что я буду говорить, здесь в обе стороны. У вас и раздражение уже на эти отношения, что пошел бы он лесом. И у него такие же мысли, то же самое, потому что уже усталость от этого всего. Но и никак вы не можете это выбросить, потому что, знаете, вот у меня идет ассоциация с вашими отношениями как старым фотоальбомом. С одной стороны, вы его открываете, листаете, это приносит вам какие-то теплые воспоминания, ностальгию, а с другой стороны боль, потому что в этих воспоминаниях заложено разное, да, потому что были и плохие, и хорошие моменты, и вот у вас он прям как заезженная пластинка. Представьте себе старый-старый граммофон, который заел, и вот он 4 ноты проигрывает, возвращается на старт. 4 ноты проигрывает, возвращается на старт. Такая пыльная атмосфера, какой-то ретро вот сейчас идет от вашей всей ситуации. Возможно, смотрите на давно бывшего партнера,
потому что такая ретроспектива прямо здесь. Это фотографии с фильтром сепии, либо еще до тех времен, когда фильтров не было, да, вот именно в формате сепии. Это что-то такое давнее, такое пыльное, но оно не отпускает, оно вот засело прям между ребер и сидит, и ситуация обоюдная. Давайте посмотрим еще. Я хочу вот раскрыть вашу динамику. Это может быть не сейчас, да? Почему я говорю динамика отношений? Это динамика, она в перспективе. То есть сегодня у вас может быть такое, что вы его отвергаете и не думаете о нем. Но вот мы общий срез смотрим. Все равно вы возвращаетесь к этим мыслям. Ой, ну смотрите, вот вы здесь прям идете парой, по большому счету, потому что вы здесь очень похожи с ним. Вы себя сейчас заморозили в этих отношениях, и он себя ограничил рамками, за которые не может, не хочет и не имеет права, как он считает, заступать. А на самом деле что происходит между вами? А как бы было все, если бы мы поступили иначе? Вот даже мы проскакивает, понимаете? Вот вы как будто все еще вместе. Вы по факту в отдельности, вы себя заморозили, он себя ограничил рамками, вот прям загнал в жесткие рамки, в стены, которые не сдвинуть. Но на самом деле еще мы. На самом деле еще мысли о том, вот, ну, как можно было бы все поменять, а как можно было бы поступить, чтобы все это было иначе. Я хочу чувства посмотреть. Хоть расклад и мысли, я хочу посмотреть чувства. Давайте ваши чувства к нему сейчас и его чувства к вам сейчас. Ваши чувства. Ну вот он вас и не устраивает, и вызывает эмоции. Знаете, это как чемодан без ручки. Ну, у него ручка есть у вашего чемодана, но она то ли надтреснута, то ли надломана. И вот с одной стороны, вроде как и тащить его, ну, было удобно когда-то, но и дискомфортно, потому что эта трещина, она кожу прищемляет вам, пока вы тащите этот чемодан. Почему так? Потому что чувства есть эмоции, они не омраченные, но вам постоянно недостаточно чего-то в этих отношениях. И вы прям можете в этих отношениях преображаться в негативную такую сторону и требовать с него, ну дай мне, ну я же вижу, что ты можешь, что у тебя есть потенциал, дай мне вот эти вот эмоции, дай мне то, что я хочу видеть. И мужчина здесь, он прям таки чувствует себя загнанным, и вы чувствуете себя какой-то деспотичной женщиной, и, соответственно, это негативная ситуация для вас обоих. Но чувства есть, смотрите, здесь прям такие желание его подкрутить под себя, потому что он может. У него чувства, а у него сожаление. Сожаление, которое он сейчас сам в себе начинает воспевать, да, он считает, он понимает прекрасно, что отношения ваши зашли в тупик. Возможно, они уже отцвели, и ничего хорошего здесь не будет. Но он продолжает посыпать эти отношения лепестками цветными, да, вот этим цветом, этими эмоциями, думая о том, а если вот так, а если по-другому, а если бы я поступила иначе, а если бы она поступала иначе, да? Здесь маг не про манипуляции вовсе и не про то, что человек, ну, каким-то образом загоняет вас в рамки или хотел бы загнать в рамки по своему желанию. Здесь про владение ситуацией. Он считает, что он мог. Вот вы видели, что он мог. Вы чувствовали, что он может, ну можешь же. И он знает, и да, я мог, но я не сделал. И сейчас очень сильные разочарования по этому поводу, прям сильнейшие. И он начинает, знаете, как-то переигрывать эти отношения в голове, думая о том, а что, ну, как это можно было бы поменять, что вот если бы я делал бы иначе. То есть здесь у вас абсолютно обоюдная ситуация, равноценная. Ох, ну давайте посмотрим. Почему вам сейчас так важно или интересно, то есть есть этот интерес, что он о вас думает и думает ли он о вас вообще? Почему это так важно? Ну, потому что здесь еще не отпустили. Ну, влюблён. Ну вот что я могу сказать? Здесь чувства есть.
Здесь чувства осталась привязанность, поэтому, соответственно, такие и интересы. Поэтому для вас это важно, для вас это интересно. И вы пытаетесь вот информацию какую-то об этом получить, то есть легитимны ваши чувства или нет, или стоит их душить, но вы не можете их убрать. Вот это прям насилие над собой. Вы сейчас, наоборот, в этих чувствах пребываете к нему. Ну, давайте посмотрим его мысли о вас. Что он о вас думает на сегодняшний день? Ему страшно, что это конец. Ему страшно, что эти отношения могли подойти к концу, что это все не про вас, что вы вместе больше не будете, что все, что вы, вот именно вы отвалитесь из этих отношений, потеряете интерес, закройте все моменты, по которым он мог бы вернуться, а он хотел бы хотя бы, да, вот в минимуме остаться с вами друзьями, чтобы вы остались в его жизни. И ему сейчас страшно, что этому может подойти конец, что всему вообще придет конец с вами. Да, с вами и в отношении вас. Это страх. Ну, давайте посмотрим, а как вам вернуть себе опору, да, потому что растворяться вот в этой влюбленности, это, конечно, дело одно, но опора все равно должна быть. Как вам вернуть себе опору, перестать вот как-то думать о его мыслях о вас? Да, как это сделать? Ну, принять решение. Вы либо уже его оставляете, и вы должны дать себе время перескучать, потому что здесь все по большому счету упирается во время. Сейчас я вам все это скажу. Либо дать ему шанс. Либо вы закрываете историю, либо даете шанс. Либо вы расстаетесь, либо вы пробуете снова побыть вместе, построить какие-то отношения. Почему важен этот выбор? Потому что пока вы это решение не приняли, вы вот так и висите вот в этой ситуации, где вам крайне важно, знаете, подпитывать вашу влюбленность, подпитывать ваши чувства, думать о нем, думать о том, что он думает о вас, да, вот эта вот рекурсия постоянно в голове она крутится. Но если вы примете решение, да, например, расстаться с ним окончательно, вы должны понимать, что это займет время, что забывание его займет время. Вы должны дать себе чуть больше времени. Если вы понимаете, что хотите дать ему шанс, это тоже займет время. То есть не сразу у вас получатся гладкие отношения, что вы должны будете тоже дать время этим отношениям развиться, вы должны дать себе попробовать, потому что после воссоединения обычно идет спад, это нормально, это нормальная динамика. Поэтому здесь как обрести в себе опору? Выбор сделать. Сделать этот выбор, подойти к этой черте и либо прыгнуть, либо сворачивать, да, куда-то, потому что иначе вы просто застреваете вот именно на этом перепутье, и ничего не поменяется, вы прям будете на одном и том же месте топтаться. Вот такой расклад выходит для второго варианта. Пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно узнать, это про вас история была или не про вас, то есть это ваша динамика отношений или нет, потому что здесь очень интенсивные чувства с обоих сторон, и как будто бы вы расстались здесь вот во втором варианте раньше времени. Расстались раньше времени. Если вам нужна моя помощь, все свои ссылки на свои контакты я оставляю в описании под этим видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, был ли интересен расклад, насколько он для вас откликнулся, потому что мне будет очень интересно узнать вашу обратную связь. Подписывайтесь на канал, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Ну а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!